Как далеко вам удавалось заплыть? Совсем недавно работники на нефтяной платформе выловили из моря собаку, при этом до ближайшего берега было около 127 километров. Как она туда попала, до сих пор неизвестно. Но то, что собака выжила в открытом море, это уже само по себе чудо. К счастью для собачки, в тот день была довольно хорошая погода и волны были совсем небольшими. Когда животное подплыло к платформе, оно было уже так истощено, что не могло издать ни звука. Возможно, если бы работники не заметили ее, она бы так и погибла, находясь совсем рядом с возможным спасением. Если бы волны были хоть чуточку сильнее, думаю, мы бы не заметили собаку в воде, говорит Хон Витисак, один из работников платформы. Можно предположить, что собака случайно спрыгнула с какого-либо катера или нарочно выпрыгнула от хозяев, которые с ней плохо обращались. Так или иначе, работники решили сначала подождать, вдруг объявится хозяин собаки. А если никто не отзовется, то один из тех, кто спас ее в тот день, готов забрать собаку к себе. Работники несколько минут не могли придумать, как же вытащить животное из воды, собака была слишком слаба, чтобы самостоятельно забраться хоть куда-то. Затем они сделали петлю из веревки и вытащили обессиленного питомца. Прежде всего собаку напоили, накормили и дали ей отоспаться. А пока она приходила в себя, сделали для нее клетку. Таким образом, через 5 дней собаку в этой клетке передали на другое мимо проходящее судно. Оттуда собаку отправили к местный приют для животных, где есть ветеринары. К тому моменту история о собаке, оказавшейся за 225 километров от берега, уже облетела все местные новости, и за собаку стала переживать вся страна. Хон Витисак, который, собственно, и захотел забрать себе собаку, отказался от помощи, он решил сам оплатить все расходы на содержание собаки и ветеринара. Собаку-счастливчика тем временем назвали Бунрод, что означает что-то вроде духовного подношения ради удачи в будущем. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если понравилась наша история спасения.